Миллионер плачет на могиле своей дочери, не зная, что она жива, и прямо сейчас наблюдает за ним. Но причина этого повергнет вас в шок. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. На безмолвном кладбище Чикаго Эдгар Милтон стоял на коленях перед надгробием своей дочери Авроры, дрожа всем телом, будто из него вырвали последние остатки жизни. Его рыдания разносились по холодному воздуху, а пальцы скользили по буквам на мраморе, напоминающим не судьбу, а приговор. Прошло 2 месяца с той ночи, когда, как он думал, девочка погибла в пожаре загородного домика, принадлежащего ее мачехе Дарли, женщине, которой он доверял, и которая всегда казалась нежной, заботливой и преданной. Он поверил всем доказательствам — обгоревшим куклам, украденным вещам, выводам пожарных. Его брат Мартин, деловой партнер и человек, которого он считал самым надежным в своей жизни, поддерживал его, повторяя, что возьмет управление компанией на себя и поможет Эдгару не утонуть в собственном горе. Однако в нескольких метрах между старыми деревьями стояла живая Аврора, худая, с валившимися глазами, с испуганным взглядом, наполненным слезами, тихо наблюдая за отцом, который оплакивал ее, не представляя, что она рядом. Девочка сбежала из плена всего на несколько минут, желая лишь увидеть его живым и убедиться, что мир, который она знала прежде, все еще существует за пределами мрака. Но страх раскрыться был сильнее любви. Она знала, что те, кто держал ее, способны на все, и если они узнают о ее побеге, то причинят боль не только ей, но и самому Эдгару. Вернувшись в узкую комнату с одним матрасом и зарешеченным окном, Аврора случайно услышала разговор, который навсегда изменил ее понимание мира. Вечером, спрятавшись за слегка приоткрытой дверью, она услышала смех Дарлы и Мартина. Их голоса, наполненные не скорбью, а хищным удовлетворением. Они говорили о том, как легко все поверили в пожар, как специалисты признали найденные остатки обугленных вещей доказательством смерти ребенка. Дарла хладнокровно произнесла, что медленный яд, который она подмешивала в чай Эдгара, начал работать, что будущая естественная смерть станет идеальным завершением их плана, а Мартин смеялся, называя брата наивным идиотом, который даже не подозревает, что ежедневно выпивает собственную приговоренную участь. Эти слова пронзили Аврору, как раскаленный нож. Мачеха, которая читала ей сказки, и дядя, которого она так сильно любила, оказались монстрами, скрывавшимися под улыбками. В ту ночь девочка почти потеряла сознание от шока, но страх за жизнь отца дал ей силы. Она ждала, пока дом погрузится в сон, затем, собирая всю смелость, вылезла через старое заднее окно, порезав ладони о ржавый металл, и побежала через лес, ощущая каждую ветку и камень, но не позволяя боли остановить ее. Утром она, едва стоя на ногах, добралась до особняка Милтонов и постучала в дверь, а когда Эдгар открыл ее, их встреча стала взрывом эмоций, где отчаяние, счастье и неверие переплелись в одном объятии. Девочка рассказала правду о пожаре, которого не было, о похищении, о яде, о смехе Дарлы и Мартина, и в глазах Эдгара, полном ужаса и гнева, что-то сломалось, а затем переродилось. Он хотел ворваться в дом предателей прямо сейчас, но понимал, прямой удар поставит под угрозу дочь. Тогда Эдгар придумал план — сыграть роль умирающего и позволить им поверить в победу. Аврора, дрожа, но с железной волей, вернулась в место, где ее держали, чтобы не вызвать подозрений. Эдгар же в течение недели искусно изображал стремительное ухудшение состояния, избегал еды, приготовленной Дарлой, перестал выходить в офис, и слухи о его слабости разнеслись по всему Чикаго. Через 7 дней мир увидел новость. Эдгар Милтон скончался от остановки сердца. Похороны превратились в тщательно отрепетированное шоу.
Дарла плакала под черной вуалью, рыдая так убедительно, что даже журналисты вытирали глаза. Мартин говорил дрожащим голосом о братской любви и невосполнимой утрате, и публика видела в них скорбящих героев трагедии. На деле же они едва скрывали ликование. И когда настал день оглашения завещания, зал суда был полон. Юристы, акционеры, репортеры — все наблюдали за тем, как Дарла и Мартин уверенно подписывают документы, уже чувствующие себя хозяевами империи Милтона. Судья объявил наследство переданным, и в этот момент двери распахнулись с оглушительным грохотом. В проеме стояли Эдгар и Аврора, живые, твердо идущие вперед. Зал превратился в хаос. Люди вскрикивали, камеры щелкали без остановки, Дарла побледнела, схватилась за стол, будто увидела призрака. Ее губы дрожали, а Мартин сел на стул, как человек, которого ударили по голове. Эдгар поднял микрофон и рассказал все: похищение, оговоренный пожар, яд, издевательство над его горем. Аврора, едва удерживая голос, рассказала, как они смеялись над отцом и говорили о его скорой смерти. Публика взорвалась криками, а полиция надела на обоих предателей наручники. После суда, скрывшись от прессы, отец и дочь впервые за долгое время смогли просто дышать. Вернувшись домой, они увидели комнату Авроры, нетронутую, словно время замерло, ожидая ее возвращения. Девочка дрожащими руками прижимала куклу, а Эдгар наблюдал за ней, сжимая в груди перекатывающийся ком боли и счастья. Утром они вдвоем пошли на кладбище, к надгробию, что стало символом лжи, державшей их в плену. Эдгар коснулся камня, а затем с силой толкнул его, разбив надвое, словно разрывал последнюю нить между собой и кошмаром. Аврора прошептала: «Я не родилась, чтобы быть похороненной. Я родилась, чтобы жить». И он обнял ее, обещая быть рядом до последнего вздоха, оставив позади разрушенную плиту и 2 месяца ада. Они ушли по аллее кладбища, зная: их история не закончилась смертью, наоборот, она началась именно тогда, когда они вдвоем выбрали жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.